Когда и почему русские стали побеждать татаро-монгол? Грозный завоеватель 300 лет держал остатки Киевской Руси в режиме ига. Иногда утверждают, что это был некий симбиоз, и иго не было таким уж страшным. Но это жалкие попытки как-то объяснить, почему Русь была так унижена и заплатила сотнями тысяч жизней за свою слабость. Но под конец власти монголов русичи стали не просто на равных сражаться со степняками, а часто и побеждать их. Что случилось и почему произошли такие перемены? Когда появились первые победы? На самом деле, довольно рано. Уже Бату столкнулся с тем, что ему оказались не по зубам каменные замки Галицкого княжества. Построенные по европейскому образцу, они могли держать долгие осады, а метательной технике монголов были не подвластны, так как их камнеметы не умели бить вверх. Но в чистом поле Русь не могла противостоять татарской коннице открыто. Затем Бурундай, прознав о заговоре Даниила Галицкого с Литвой и Польшей, пришел к нему с войском и вынудил отправиться в поход с ним на Литву. Однако тяжелого поражения Литвы не вышло. Пограбив окрестные города, монголы не смогли ни уничтожить страну, ни даже разместить там своих баскаков, обозначив владение. В 1275 году сын Даниила Лев позвал на помощь монголов, когда литовцы взяли его город Новогрудок. Союза ведь уже не было, а за набег необходимо мстить. Город отбили обратно. Монголы Мамшея захватили еще ряд важных городов в нынешней Беларуси. Однако под Гродно были на голову разбиты литовцами, вместе с русинским войском Льва Даниловича. При этом ряд фактов намекает на то, что князь Лев и литовский князь Тройден явно координировались между собой, хотя и находились в разных лагерях. Быть может, так они завели монголов в заранее созданную ловушку. Стало ясно, что с монголами успешно воюют хорошо подготовленные армии, с большим числом конного войска. Пример подали поляки и венгры. Второй поход монголов на Польшу провалился, а затем и третий, который стал последним. Им удавалось грабить, побеждать небольшие гарнизоны, но крупные битвы случались столь жестокими, что монголы, даже формально продолжая набег, несли тяжелейшие потери, а часто проигрывали или не вступали в бой. Наконец, и русские армии стали побеждать монголов еще до Куликовской битвы. Битва при реке Вежа, где разбит татарский Мурза-Бегич, или битва на Синих водах, где в литовском войске было немало русских дружин, показали, что баланс сил уже далеко не так однозначен. Как русские научились побеждать монголов? Преимущественно из-за полной смены стиля и тактики боя. Пленение Руси, наводнение ее татарскими баскаками, князьками, постоянные набеги, принуждение князей давать свои дружины в походы монголов на Европу, в Иран и Китай дали неожиданный эффект. Русские выяснили все тактические и стратегические приемы монголов, их вооружение, слабые и сильные стороны, а также то, чем их войско уступало или превосходило врага. Если в битве накалки монголов встретило в большинстве пешее войско без единоначалия, с небольшим числом профессиональных воинов, а конница была лишь от союзников-степняков, то затем ситуация перевернулась. Монголов стало встречать войско, которое было сложно отличать от их собственного. Появилась легкая конница, которая хоть и уступала татарам в меткости перестрелки, но зато могла лучше сражаться в сабельном бою. Почти исчезла тяжелая пехота скандинавского образца, ядро войска Киевской Руси. Медлительная и уязвимая для стрелков, она просто не смогла бы догнать врага прежде, чем ее перестреляют или пленят арканами. Пехота вооружилась копьями и освоила строевые построения, хоть и уступавшие фаланге или терции, но куда более боеспособные, чем было ранее с дубинами и палицами. Основой войска стала конница, легкая на флангах для обстрела и быстрых атак на врага, и тяжелая в центре, с князьями во главе, которая тесным строем могла опрокидывать любого соперника. Артиллерия появилась уже довольно поздно, однако по каким-то причинам русская артиллерия стала на голову превосходить любого противника. Монголы, хотя и были первопроходцами, затем упустили ее развитие из виду, за что стали платить сотнями жизней своих нукеров, которые попадали под обстрел русских пушек. Татарские князьки, младшие сыновья татарских вельмож, кому не было шанса на успешную карьеру, или напротив слишком родовитые, чтобы остаться живыми в Орде, где властвует род конкурента. Они сотнями переселялись на Русь с войском,
получали земли и холопов, а затем становились в войско. Они знали о монголах все: новое оружие, короткие копья, алебарды и бердыши, сабли-самострелы, кистени, арканы. Все это взято у монголов и теперь применено против них самих. Воины носят ламеллярные доспехи, как монголы, конические восточные шлемы, кто попроще, стеганки и ватные халаты, которые держат удар. Да и русские кольчуги вполне пригодные для нового войска. Тактика русских также преобразилась, даже поляки пишут о русском войске, что оно воюет на татарский манер, избегая удара, постоянно маневрирует, отступает, стоит засады, всячески выматывает врага и бросается в бой, только когда доведет до истощения соперника. Это трусость на Западе, но эффективная тактика в итоге. Едва ли теперь русских воинов удивишь ложным отступлением или засадным полком, как удавалось монголам Батыя. И вот тут выясняется, что успешно воюющие со всем миром татаро-монголы испытывают максимальные проблемы, когда воюют с войском своего типа. Они легко уничтожили пешие армии Хорезма, но были биты в Сирии и Египте мамлюками, полным аналогом монгольской орды. Победили Кавказские царства, но едва не споткнулись на половцах и аланах, одной левой фактически уничтожили Киевскую Русь, а на коннице венгров и поляков начались проблемы уже даже в западном походе. Боевая машина монголов идеально работала против отличающихся армий, но против себя самой становилась неэффективной. Теперь русские и монгольские армии могли днями кружить и маневрировать, осыпать друг друга стрелами, но дойдя до измождения, решившаяся на главный удар татарская конница получала либо лес копий от пехоты, либо ответную атаку сабельной конницы. Еще вопрос, кто будет победителем. А в более поздние времена залп отличных русских пушек или обстрел от стрельцов, что свело татарскую армию в ранг второсортных варварских ополчений, не слишком опасного соперника. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах.